привет! С вами Артур, вы на канале World of Money Мир банкнот. Продолжаю обзор пополнения. Сегодня мы рассмотрим остальные банкноты, которые я получил. Это банкноты Германии. Давайте все по порядку. Итак, первая банкнота. Германия. Одна рентная марка 1937 года. Рентная марка – одна из двух денежных единиц в Германии, находившаяся в обращении с 1923 по 1948 год. Введение рентной марки в 1923 году позволило прекратить гиперинфляцию 1921-23 годов. Немецким Рентенбанком было введено всего 4 выпуска рентмарок. Первый выпуск был введен в 1923 году, второй – в 1925-26 годах и последний третий выпуск в 1937 году. Был введен нацистскими властями, чтобы повысить доверие населения к марке. В этом выпуске были напечатаны банкноты номиналом в 1 и 2 рентные марки, которые были введены в оборот 5 сентября 1939 года и были изъяты из обращения 28 июня 1948 года. Условия их обращения ничем не отличались от обычной рейхсмарки. Итак, на лицевой стороне в оливковой узорной рамке вверху надпись Rentenbankschein – вексель рентного ипотечного банка. Дословно. Банк был учрежден в Германии постановлением от 15 октября 1923 года в качестве государственного денежного кредитного органа, уполномоченного выпускать банкноты в рентмарках. В центре напечатано обозначение номинала, ниже мелким текстом выпущено на основании указа от 15 октября 1923 года. Далее идет номер указа Берлин, 30 января 1937 года. Под ней наименование банка-эмитента Deutsche Rentenbank. Ниже президент и совет директоров банка и их подписи. Номинал цифрой крупно в розетке в левом нижнем углу рамки и в правом верхнем углу в купонном поле, а также в правом верхнем и нижнем углах рамки. И еще крупное цифровое обозначение номинала можно увидеть в центре, он напечатан контуром фоновой сетки рамки. Серийный номер восьмизначный, в верхней центральной части оливковой рамки напечатан красным цветом. В нижней части купонного поля выдавлен контрольный штемпель «Конгреф». В этом же купонном поле видим защитные волокна. Правая часть лицевой стороны банкноты наполовину в бледно-желтом оттенке. Водяной знак – сетка из ромбов и кругов по всему полю банкноты. Вот видим выдавленный контрольный штемпель. Банкнота в кресловом состоянии. Оборотная сторона. В центре большой гелеширный узор, по бокам узорные окружности, слева внутри окружности такой здоровый толстый пшеничный сноп, справа внутри окружности стилизованная цифра номинала и надпись в рамке Rentenmark. Также цифровое обозначение номинала обозначено по всем 4 углам рамки и в левом нижнем углу в купонном поле. Наверху надпись Deutsche Rentenbank. Внизу обозначен номинал текстом Eine Rentmark, одна рентная марка. На стыке купонного поля с рамкой изображения есть мелкий вертикальный текст, который гласит: тот, кто копирует или фальсифицирует рентные банкноты или приобретает и вводит в обращение скопированные или фальсифицированные банкноты, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее 2 лет. Размер банкноты 120 на 65 мм. По каталогу Крауза банкнота определена под номером 173. Имеются 2 разновидности. Первая с 7-значным серийным номером, вторая с 8-значным серийным номером. Как в моем случае, у меня вторая разновидность идет под номером 173B. А вот по каталогу немецких банкнот Розенберга банкнота имеет номер 166 и разделяется на 5 разновидностей. Первая с 7-значным серийным номером встречается реже и стоит дороже. С 8-значным серийным номером, с широким серийным номером. Эта разновидность соответствует моей банкноте. Средняя цена 200-250 рублей в хорошем состоянии. Третья разновидность напечатана частной типографией и имеет более узкий
русский шрифт и цифры серийного номера. По цене все так же, как и у предыдущей. Четвертая разновидность с печатью бельгийского командования союзнического лагеря после освобождения Бельгии. И пятая с печатью муниципального почтового сберегательного банка Люксембурга. Последние две разновидности встречаются реже и стоят дороже. Следующая банкнота – это второй номинал того же выпуска. Германия, две рентные марки 1937 года. Лицевая сторона все в принципе так же, как и на предыдущем номинале, за исключением наименования и цифрового обозначения номинала, ну и серийного номера. Имеется водяной знак, такая же сетка из ромбов и кругов. Оборотная сторона тоже почти такая же, как и на оборотной стороне предыдущего номинала. Только здесь пшеничный сноп изображен в центре посередине между цифрового обозначения номинала. Размер банкноты 125 на 70. По каталогу Крауза банкнота определена под номером 174, и также имеются две разновидности с семизначным и восьмизначным серийным номером. У меня вторая с восьмизначным 174Б. По каталогу Розенберга моя банкнота имеет номер 167 и разделяется также на 5 разновидностей. Принцип такой же, как и у предыдущей. У меня третья, напечатана частной типографией, другой шрифт и цифры серийного номера, более узкие. Этому описанию или разновидности соответствует моя банкнота по этому каталогу. Средняя цена 300-600 рублей в хорошем состоянии. Идем дальше. Следующая и последняя банкнота – это немецкая восточная марка, так называемая Остмарка, валюта, которая была выпущена Германией в 1918 году для использования в части восточных районов под немецкой оккупацией во время Первой мировой войны в районе Обер-Ост. Район подчинения Обер-Ост занимал площадь 108 808 квадратных километров и охватывал оккупированные немецкими войсками Виленскую, Гродненскую, Брест-Литовскую, Ковенскую, Курлянскую, Сувалкскую губернии Российской империи. Это с территории современной Польши, Прибалтики и Белоруссии. Валюта состояла из бумажных денег, выпущенных 4 апреля 1918 года кассами денежных займов в городе Ковна, современный Каунас, и первоначально приравнивались к немецкой бумажной марке Папермарке. В некоторых местах Остмарка находилась в обращении вместе с германским восточным рублем, причем Остмарка равнялась 2 восточным рублям. Восточный рубль или Острубль – это аналогичная валюта, выпускавшаяся ранее Германской империей в период Первой мировой войны для использования также на оккупированных территориях Российской империи с 1916 года. Выпуск производился Восточным банком торговли и промышленности, находившимся в Позани, ныне Познань. Очень хороший обзор по восточным рублям есть на канале Игоря «Монеты и банкноты мира от А до Я». Ссылка вот здесь наверху и в описании. Судные кассовые знаки судной кассы «Восток» 1918 года Ковно, Каунас. В этом выпуске было напечатано 7 номиналов: 1, 2, 1, 2, 5, 20, 50, 100 и 1000 марок. Перед вами банкнота номиналом 50 марок. Лицевая сторона. В большой прямоугольной узорной рамке внутри вверху надпись Darlen Kassenschein, судный кассовый знак. Ниже наименование номинала. Дальше город и дата выпуска банкноты. Ковно, Каунас, 4 апреля 1918 года. Ниже Darlen Kasse Ost, судная касса Восток. Подписи должностных лиц на денежном знаке Fischer, Marwitz, Lozit. В самой нижней части мелким текстом. В переводе погашение судного знака Восточной судной кассы в рейхсмарках по номинальной стоимости гарантируется Германской империей. Нумерация денежного знака. Серия однолитерная, номер шестизначный красный. Нанесен на лицевой стороне в центральной правой и левой частях банкноты. Бумага с водяными знаками в виде букв Z с шестиконечными звездами с буквами Г и Д. По каталогу Розенберга имеет следующее определение и нумерацию. Банкнота в отличном состоянии.
Оборотная сторона представляет собой большое прямоугольное оливковое узорное поле, в центре которого гильёж с цифрой номинала фиолетового цвета. На этом фоне надписи на немецком, литовском и латышском языках, обозначение номинала и текст в переводе, означающий, что любое лицо, которое скопирует или подделает и введет в оборот, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. И дальше судный кассовый знак 50 марок. Размер банкноты 175 на 100 мм. Не маленькая. Напечатана в типографии Гейзеке и Девриент. Разновидностей у данной банкноты нет. Средняя цена в хорошем состоянии от 1000 до 1500. Остмарка и Острубль продолжали циркулировать в Литве с конца Первой мировой войны до 1 октября 1922 года, когда они были заменены литами. Вот такое, друзья, было у меня пополнение. На этом я заканчиваю этот обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всем желаю здоровья, добра, успехов и замечательных пополнений в коллекцию. До новых встреч!